Хотел бы рассказать вам о наших продуктах. Это программное обеспечение Intessa, портал технической информации и обучения. Он решает важные задачи с точки зрения обеспечения современной, доступной информацией наших пользователей. Области применения этого продукта весьма широки, так как образовательные задачи стоят перед любыми организациями. Традиционно компания Технотранс занимается разработкой программного обеспечения и учебно-тренировочных средств в сфере машиностроения, транспорта. Поэтому ключевые элементы, которые мы сегодня с вами рассмотрим, будут касаться этих сфер. Хотел бы обратить внимание в первую очередь на вопросы каталогизации. Это очень важные аспекты сопровождения жизненного цикла продукции. Для этого служит важный элемент в составе комплекса интерактивных технических руководств, так называемые каталоги деталей сборочных единиц, которые построены с использованием методологической составляющей компании Технотранс, стандарта S1000D и функций отображения внутри программного обеспечения Intessa. Давайте посмотрим на эти примеры. Здесь важными элементами интерфейса является, конечно же, иерархическая навигация по структуре каталога с различными уровнями вложенности соответствующих деталей сборочных единиц. Это возможности отображения спецификации деталей сборочной единицы и визуализации ее с использованием интерактивных иллюстраций, которые всегда взаимодействуют между спецификацией и графическим контентом, отображая и подсвечивая соответствующие элементы сборочной единицы на графике. Также возможность использования режима 3D, где спецификация взаимодействует с 3D-моделью, причем в обе стороны. Взаимодействие двунаправленное, что очень важно с точки зрения идентификации деталей. Еще важными особенностями, использованными в модели данных каталога, является возможность управления конфигурациями изделия. Почему? Потому что, как вы знаете, очень много элементов в природе, в промышленности обладают различными отличиями между собой, что очень важно отразить в конфигурационных файлах и представить пользователю для выбора соответствующей конфигурации изделия. Это решается с использованием инструмента конфигурации внутри нашего приложения. Выбор той или иной конфигурации влияет в том числе даже на отображение 3D-модели, что очень важно для правильного восприятия расположения деталей и их соотнесения с другими деталями. Еще важный элемент – это параметры взаимозаменяемости, что важно для целей снабжения, потому что пользователь должен иметь возможность выбрать альтернативные изделия для обеспечения правильной закупки, своевременной закупки соответствующих изделий. Для того, чтобы сформировать заказ, черновую версию заказа, мы используем специальные инструменты управления, где добавляем в корзину соответствующие позиции и дальше уже можем передавать эту информацию как на бумагу, в электронный документ, так и с помощью интеграции на специальные инструменты заказчика, электронные торговые площадки, ERP-системы, 1С и так далее, при внедрении и обеспечении взаимодействия каталога с управляющими системами заказчика. Помимо вопросов каталогизации и использования каталогов деталей сборочных единиц как эталона технической информации и снабженческой информации, доставляемой пользователю, важное место занимает, конечно же, другие виды технических руководств. При работе Технотранса над соответствующими проектами заказчика технические описания, инструкции по эксплуатации перерабатываются в соответствующий современный формат для того, чтобы разместить на этом портале.
И здесь уже конечный пользователь имеет возможность активно взаимодействовать с использованием современных инструментов визуализации, гиперссылочности с техническим контентом. Компания Технотранс разрабатывает специальные видеофильмы, которые раскрывают особенности принципов работы оборудования. Примеры таких фильмов могу продемонстрировать. Это сложные анимационные элементы комплексных, изделий, где в соответствии с технической документацией изготовителя, разработчика мы формируем такие единичные видеофильмы, которые показывают нам, из чего состоит сложное изделие, как оно функционирует, как оно работает. Что очень важно с точки зрения правильного восприятия конечным пользователям технической информации. А технологические процедуры мы реализуем несколькими типами элементов. В первую очередь это автоматизированные учебные курсы для технического персонала, который выполняет технологические процессы ремонта, производства, технического обслуживания, эксплуатации. А здесь в помощь нам приходят автоматизированные учебные курсы в формате SCORM, которые умеют взаимодействовать с системой управления на портале технической информации, оставляя тот самый цифровой след пользователя, и преподаватели, инструкторы всегда будут знать, как вы учились, как проходили соответствующие темы, что формирует то самое портфолио, дают возможность для анализа квалификации человека и так далее уже инструментами на стороне портала. Здесь тоже с использованием важных мультимедийных компонентов, таких как 3D, мы раскрываем техническую информацию заказчика, показываем, визуализируем ее пользователю для целей правильного восприятия информации, отсутствия двоякого восприятия, потому что это очень важно с точки зрения перцепции и восприятия данных человека. А для того, чтобы правильно воспринять еще технические и технологические приемы при производстве соответствующих работ, 3D-моделей одних, например, не всегда достаточно. Поэтому наши специалисты выезжают на производство непосредственно, где выполняют съемку этих технологических процессов непосредственно на производстве, что очень важно с точки зрения понимания, как подойти к оборудованию правильно, какой инструмент использовать, какие технологические приемы разборки, сборки, демонтажа, дефектации использовать при выполнении работ. Такие фильмы тоже сопровождаются титрами, озвучиваются на различных языках для того, чтобы удовлетворить потребностям целевой аудитории. Особое место в вопросах подготовки персонала, а особенно эксплуатирующего персонала, занимают так называемые программные тренажеры. Здесь компания Технотранс выбрала свой уникальный путь. Платформа для разработки тренажеров использует технологию виртуальной реальности, где на базе панорамных фотографий рабочего места оператора мы формируем его информационно-управляющее поле, с которым он взаимодействует каждый день при выполнении своих рутинных операций. Примерами таких тренажеров являются авиационные тренажеры или тренажеры операторских рабочих мест в комнатах управления различных зданий и сооружений, технологических линий. Давайте рассмотрим типовой пример тренажера. Любой из тренажеров работает в 3 режимах. Режим обучения, где дается дополнительная информация, раскрывающая особенности функционирования систем. Это режим тренировка, где скрывается дополнительная информация, и специалист нарабатывает навык взаимодействия, скорость принятия решений, правильное расположение в пространстве, выбор нужных органов управления и так далее. И режим контроль, в котором отключается вся вспомогательная информация и фиксируется время выполнения каждой технологической операции. И от этого формируются правильные и неправильные ответы, которые также передаются инструктору на серверную часть приложения INTES. В этих тренажерах, в зависимости от сложности моделирования, используя несколько подходов к
формированию математической модели. В зависимости от потребностей заказчика, сложность математического моделирования работы систем зависит от исходных данных, но предполагает как минимум 3 пути, которые мы обычно предлагаем заказчику. Значит, это моделирование с использованием эксплуатационной документации заказчика или разработчика. Это видеосъемка нормальных процедур непосредственно на месте эксплуатации, интеграция этих видеофрагментов внутрь тренажера. И это использование встроенного программного обеспечения от разработчика, когда мы интегрируем его в наш тренажер, и уже все мат-обеспечение работает непосредственно на программном коде самого разработчика. Для того, чтобы обеспечить методическую составляющую в тренажерах, мы используем виртуальный планшет. Он является таким инструментом движения по учебному сценарию. Здесь специалист имеет возможность двигаться по процедурам. Процедуры бывают различных типов, ознакомительные, с которыми нужно ознакомиться, понять, как функционирует, и процедуры и этапы, которые требуют от него действий. Совершить какое-то действие внутри тренажера. В режимах обучения доступны подсказки, и система подскажет, где расположен этот орган управления. Вам останется только на него кликнуть, чтобы обеспечить правильную реакцию на учебный сценарий. Если вы не знаете ответа, есть возможность пропустить, но будет засчитана ошибка, точно так же, как при достижении таймера, отведенного на каждую операцию, вам будет засчитана ошибка, тем самым вы не сможете пройти правильно соответствующий сценарий. Каждый элемент или каждый сценарий программного тренажера интегрируется тоже в общий учебный курс и может составлять достаточно большой элемент обучения. Вот, например, здесь в примерах 50-60 сценариев составляют один учебный курс, при этом покрывают вопросы предполетной подготовки авиационного транспорта. Спасибо за внимание. Я рад, что мы с вами пообщались. В следующих роликах пройдем по другим продуктам компании.